Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, и сегодня вы узнаете, как правильно ухаживать за проблемной кожей. Вы узнаете, как очень быстро в домашних условиях избавиться от акне, от прыщей, как быстро привести свою кожу в порядок. Узнаете простые рецепты масок, простые рецепты и способы избавления от этой проблемы. Видео будет полезным, видео будет информативным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Мои дорогие друзья, конечно же, обладательницам жирной проблемной кожи очень даже не повезло. Эти вопросы, которые очень часто я встречаю в комментариях: так как же убрать излишнюю жирность кожи, так как же избавиться от прыщей, все-таки какие маски делать, или возможно вообще нужно отказаться от масок в уходе за проблемной кожей, и какие главные этапы в уходе за кожей, склонной к высыпаниям, существуют. Все это сегодня будем разбирать по порядку. И первое, в чем нужно разобраться и что нужно понять, это то, что приступить к домашнему уходу за своей проблемной кожей стоит только лишь после консультации с врачом. В первую очередь, конечно же, нужно знать и понимать, что такое акне, почему происходит, почему у кого-то есть прыщи, у кого-то их нет, почему у кого-то явно выраженные черные точки, много времени тратят люди, чтобы избавиться от этой неприятности. В общем, и простым языком выражаясь, акне – это закупорка сальных желез. Когда они активно работают, сальные железы, происходит активное выделение кожного сала. Это сало скапливается в порах. Впоследствии, если вы вовремя не очистили пору, не убрали именно вот этот излишек кожного сала, образуется пленка, покрывающая этот слой, и образуется таким образом прыщ. Впоследствии, если и вы на этом этапе не очистили кожу, то под воздействием внешних факторов, грязи, пыли, возможно, декоративной косметики, лишнего прикосновения руками к лицу образуются черные точки. И с этими проблемами нужно справляться в первую очередь посредством активного очищения. Всем известны 5 этапов ухода за кожей лица, которые мы используем для всех типов кожи, независимо от возраста, независимо от типа кожи, от состояния кожи. Вот те 5 этапов. Это очищение, тонизирование, питание, увлажнение и защита. Для проблемной кожи в первую очередь важными моментами в уходе являются очищение и защита. И очень важно в период, когда у вас есть активная работа сальных желез, как я уже сказала, это не зависит от возраста, это не обязательно вы должны быть в периоде полового созревания, это может быть абсолютно в любом возрасте. И причиной появления прыщей, акне, черных точек, конечно, несколько. Для того, чтобы решить эту проблему целиком и полностью, конечно, нужно в первую очередь решать причины. И главные причины в том, что это может быть просто генетическая расположенность. Во вторую очередь, это может быть просто какие-то гормональные изменения в организме. Следующей причиной может быть также стрессы, недосыпание, истощение организма, нехватка основных витаминов красоты. Это А, Е, витамины ПП, группы В витаминов, группы С. Конечно же, неправильное использование декоративной косметики, плохо подобранные или неправильно подобранные уходовые косметические продукты, неправильное питание, про это тоже поговорим. И, конечно же, недостаточное очищение. Я этот список по мере, так сказать, убывания составила, но если вы, скажем, с 3-4 первыми пунктами разобрались маломальски, то, конечно, остается разобраться с питанием. Продукты, которые вызывают активную работу сальных желез, их не так уж и много, но основные это продукты, конечно, шоколад, сладости, различные хлебобулочные изделия, какао,
молоко, но в противовес, скажем, молочным продуктам, кисломолочные продукты к этому списку не относятся. Следующий момент, если у вас по генетике, скажем, у ваших родителей, у вашей бабушки есть такая тема, если у вашей бабушки, у вашей мамы есть проблема с кожей, есть высыпание и акне, независимо от возраста, то, соответственно, вам это тоже передается. Следующий момент, конечно, это очищение. Как я уже сказала, в первую очередь особое внимание нужно уделять двум этапам. Это очищение и защита. И давайте рассмотрим первый этап. Самый главный – это очищение. Для того, чтобы проблемная кожа чувствовала себя хорошо очищенной, нужно 2 раза в день хорошо кожу очищать. Утром и вечером. Эти 2 времени очищения отличаются друг от друга. Конечно, после пробуждения наша кожа нуждается в активном тонизировании, в активном очищении. Просто умывание и использование тоников без спирта содержащим составом. Хорошо в этом смысле подходит протирание кожи пероксидом или перекисью водорода, по-другому называется. И более активное очищение происходит, конечно, в вечернее время перед сном. Это демакияж, то есть тщательное снятие косметики декоративной. Это обязательное очищение, активное пор. Вот именно в вечернее время для проблемной кожи очень важны очищающие процедуры. Это, конечно, и кислотные пилинги, кислотные скрабы. Вот те кислоты, которые я показывала в качестве очищения, кислотный пилинг, скатку, этот способ очищения кожи подходит для проблемной кожи. И тот список кислот, которые благотворно влияют на проблемную кожу, конечно же, нужно знать. В первую очередь это ацетилсалициловая кислота, о которой я регулярно рассказываю на своем канале. Конечно, это янтарная кислота, это миндальная кислота, молочная кислота, гликолевая кислота. Вот эти кислоты в качестве масок, в качестве скраба, в качестве пилинга будут очень хорошо именно расщеплять этот жировой, активно закупоривающий поры слой. На этих кислотах очень хорошо делать и водные растворы в качестве тонизирования, либо, возможно, после умывания протирать лицо водным составом с этими кислотами, либо купить в готовом виде гели, продаются. Кстати, левомиколь в этом смысле очень хорошо помогает. Это гель, который можно носить в качестве маски, но про маски, которые помогут в борьбе с акне поговорим попозже, а сейчас именно про очищение разговор. Вот те очищающие процедуры, которые глубоко очищают поры, идеально подходят. В этом смысле очень хороший вариант очищения кожи хлористым кальцием. Просто смачиваете ватным диском, наносите, проходитесь по кожным линиям, по лицу, минуту даете на впитывание и легкое подсыхание, размылив руки детским мягким мылом, без отдушек, начинаете все это хорошо вспенивать. Вот это глубокое очищение делать регулярно перед сном. Перед сном хорошо делать кислотную маску, просто 3-4 таблеточки ацетилсалициловой кислоты наносите, вернее, разбавляете водой до кашицы, наносите маску до высыхания, затем в момент, когда все это подсохло, влажными руками начинаете все это смывать. Можно мыльный раствор на этой базе приготовить, идеальный вариант. Следующий вариант, который очень хорошо очищает и борется с акне, это ацетилсалициловая кислота и пероксид. Вы разбавляете аспирин, 3-4 таблеточки аспирина именно пероксидом. То же самое до кашицы и наносите, оставляете до высыхания. Тоже идеальный вариант. Что касается увлажнения и питания. Конечно, спрашивают довольно часто, какие маски можно делать вот коже с акне, но женщина в возрасте, она понимает, что кожа требует, конечно, и ухода, и питания, и просто очищать этого, естественно, недостаточно. Кожа обезвоживается, кожа теряет свою эластичность, упругость, теряет цвет, внешний вид, и, конечно,
конечно, хочется как-то поухаживать. Вот в этом случае идеальный вариант – это глиняные маски. Глиняные маски без добавок, покупайте просто косметическую глину, она бывает разная, розовая, голубая, белая глина косметическая, и разводите водичкой и наносите. Эта маска хорошо проникает в поры, хорошо впитывает излишки жира, которые образуются в самих порах, и затем смываете. Очень хороша в этом смысле дрожжевая маска, она не только очищает, но и питает кожу. Брикет дрожжей разрезаете по порциям и достаете, размораживаете, настаиваете на водяной бане или просто в теплом месте, как на тесто, да, и наносите на кожу лица. Эффект тот же, плюс еще питательных компонентов очень много. В качестве маски идеальный вариант – это нанесение цинковой мази. Просто продается в аптеке цинковая мазь. Перед сном, после глубокого очищения кожи, толстым слоем наносите цинковую мазь на всю поверхность лица. Этот эффект, кстати, цинковая мазь дает и увлажняющий очень хороший, и осветляющий. Этот вариант подходит идеально и для тех, у кого есть постакне. В результате того, что на лице были угри, прыщи, возможно, их выдавливали, очищали, образуются темные пятна. И вот для того, чтобы выровнять цвет лица, чтобы эти темные пятна осветлить, цинковая мазь идеально подходит. Также очень хороши белковые кислотные маски. Тоже один белок, 3-4 таблеточки аспирина, все это в густую пену взбиваете и в качестве маски наносите на лицо. Это дает сужение пор. Маска белковая очень хорошо сужает поры. Кислоты, проникая глубоко в поры в эпидермис кожи, хорошо очищают кожу. Этот супчик разъедают, да, из жира, сальных желез, который вырабатывается. И, в общем-то, эффект тоже очень-очень хороший. Следующий этап – это, конечно же, защита. Когда некоторые женщины стараются угри, прыщи, акне замаскировать, нанося толстый слой плотного тонального средства, это наносит очень большой вред вашей коже. Угрей становится больше, и это происходит, конечно, вследствие того, что кожное сало, которое вырабатывает ваши сальные железы, смешивается с плотной текстурой тонального средства. И в результате еще больше происходит закупорка. В этом варианте, когда у вас есть проблемы с кожей, когда есть акне, угри, откажитесь от плотного тонального средства, откажитесь от компактных пудр. Тем более, если вы в течение дня пытаетесь таким способом убрать жирность, то в результате это приводит еще к большему появлению акне. К тому же, когда вы в течение дня прикасаетесь спонжем, которым вы пользуетесь день ото дня к поверхности кожи, к чувствительной коже, то, соответственно, происходит вот такая неприятная вещь, как инфекция попадает на поверхность кожи. Что делать? Конечно, лучше всего, лучший самый вариант, это, как я уже сказала, не пользоваться тональными плотными текстурами, убрать компактные пудры и убирать излишнюю жирность, конечно, одноразовыми салфетками, которые хорошо впитывают влагу. Лучше всего, чтобы эти салфетки не были спиртовыми, потому что чаще всего салфетки одноразовые продаются уже в том варианте, когда смочены спиртом. Лучше всего, если есть выбор у вас в покупке, выбирать хлористые, да, пропитки, но ни в коем случае не спиртовые. Следующий момент, который может, скажем, провоцировать появление прыщей и угрей, это, конечно, в течение дня, если вы прикасаетесь к своей воспаленной коже руками, возможно, волосы у вас спадают и касаются кожи лица, возможно, у вас шапка, да, вот некоторые женщины сталкиваются именно с проблемой вот акне и угрей в тот момент, когда приходится надевать шапки, когда сезон шапок, и вот соприкосновение шапки и кожи может привести к акне и к прыщам. Также шарфы, какие-то высокие воротники, но в любом случае этого не избежать, но постарайтесь все-таки держать именно те предметы, которые прикасаются к вашей коже, все-таки в чистоте чаще меняйте, стирайте и каким-то образом дезинфицируйте. Кстати, это относится также и к постельному белью, к подушке, потому что во время сна вы
соприкасаетесь прям на долгое и на длительное время с подушкой, и, соответственно, те микробы, та инфекция, которая находится ночь от ночи на поверхности постельного белья, может также навредить вашей коже. Следующий момент — это, конечно, момент, с которым тоже многие женщины и девушки сталкиваются, это момент нанесения декоративной косметики. Когда вы наносите декоративную косметику, тональное средство, вы не замечаете, что вот прикасаясь именно спонжами этими популярными, да, которые рекламируются, тем более смоченными в воде, кистями, которые, естественно, вы не моете каждый день, и сами себе заносите инфекцию и вредите своей коже. По этой причине я уже довольно-таки давно отказалась в момент нанесения тонального средства от спонжей и кистей. Я наношу тональное средство руками. Лучше всего перед нанесением тонального средства протирать кожу рук пероксидом. Конечно же, после мытья все это делается. И, конечно, когда вы делаете какие-то массажи роллерами и различными предметами, все это, конечно, должно быть продезинфицировано и очень хорошо обработано. Конечно, для очень глубокого и активного очищения пор идеально подходят паровые бани, паровые ванны, которые делаем на распаривание кожи лица. Но в этом случае есть, конечно, и противопоказания. Этот вариант не подходит для кожи с куперозом, этот вариант не подходит для кожи с активной угревой сыпью. То есть вот если прям прыщи угри, то, конечно, распаривание может навредить кожу. Перед тем, как приступить вот к этому этапу борьбы с угревой сыпью, нужно все-таки, чтобы именно угри пошли на спад, на убыль, да, только потом уже можно очищать кожу, после этого можно распаривать поры, очищать активно поры, но в первую очередь, конечно, нужно убрать это вот активное воспаление, как я уже сказала, кислотами, пероксидом, это вот те компоненты, которые идеально с этой проблемой справляются. И, конечно, когда вы уже маломальски с этой проблемой справились или хотя бы уже понимаете, как это работает и понимаете, как это сделать, конечно, остаются неприятные последствия. Это постакне, это могут быть шрамики, рубцы, неровная поверхность кожи, это может быть темные пятна. Я почему про эту тему очень так хорошо осведомлена, потому что на протяжении практически всей своей жизни я обладательница жирной кожи, склонной к высыпанию. Кожа моя проблемная, моя кожа жирная, и к тому же склонная к шелушению. Я с этой проблемой сама справляюсь и рассказываю, как я это делаю. Рассказываю вкратце, конечно, ту информацию, которую я получала на протяжении многих лет. И с уверенностью говорю о том, что проблема именно акне, высыпаний, она ни в коем случае не связана с возрастом. Это может случиться в любом возрасте, с любой женщиной. Как я уже сказала, есть определенные причины к возникновению этой проблемы, так что я помогаю вам в этом разбираться. Что касается вот постакне, в этом случае идеальный вариант выровнять поверхность кожи это кислотные скатки-пилинги. Подробно, как сделать кислотную скатку, я оставлю ссылочку и вверху, я оставлю под видео, можете зайти посмотреть, и просто изумительный результат. Таким способом я выровняла свою кожу. Так как у меня после постакне было тоже активное, были и темные пятна, оставшиеся от угрей, от акне, конечно, я это убирала с помощью кислот. Идеальный вариант выровнять цвет лица – это лимонная кислота. И самым простым домашним способом выровнять цвет лица – это маски с лимонным соком. В любые увлажняющие маски можно добавлять ложку лимонного сока. На моем канале вы можете найти много рецептов масок. И если у вас есть проблема именно темных пятен, не только пигментных пятен, а именно пятен постакне, таким способом вы можете оттенок кожи выровнять. Очень хорошо от постакне помогают маски из бодяги. В аптеке можно купить просто траву сухую бодяги, заливаете кипятком, даете некоторое время настоять и наносите на всю кожу. Хорошо выравнивает цвет, хорошо также дает работу капилляров, но также эта маска не подходит для кожи
с куперозом. Следующая маска, которая очень подходит хорошо именно для выравнивания цвета лица, это левомиколь. Мазь левомиколь продается в аптеке, и в качестве маски можно наносить эту мазь. Следующий способ выровнять поверхность кожи, это, конечно, те лифтинг-маски, которые также работают на сужение пор, работают на выравнивание поверхности кожи. Вот такие основные способы борьбы с этой непростой проблемой сегодня мы с вами рассмотрели. Мои дорогие друзья, напишите, пожалуйста, какие, возможно, у вас есть рецепты, которые вам помогли с проблемой акне, высыпаний, проблемной кожи справляться. Я вам за это буду очень благодарна. Напишите, возможно, о тех способах, о которых я вам рассказала, и вы ими уже пользовались. Напишите свое впечатление, помогли ли мои советы, мои рекомендации вам в борьбе с этой неприятностью. И поделитесь этим видео со своими друзьями, подругами. Возможно, у кого-то, у детей в подростковом возрасте есть подобная проблема, и, возможно, мое видео, мои советы вам пригодятся. И я надеюсь, мои дорогие друзья, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.